Всем здравствуйте, дорогие мои друзья! Мы с вами сегодня погадаем на чае и посмотрим такой вопрос с минуты на минуту и ближайшие часы, чего стоит ожидать. Сегодня я уже делала отливочку на воске, и мы тоже смотрели именно такую тему, поэтому, если вам интересно, заходите на мой второй канал, и там получите, возможно, дополнительную информацию, да, плюс к этой чашечке. Итак, если вы готовы, тогда мы начинаем смотреть. Что здесь у нас? Минуты на минуту. Здесь идет очень много разговоров по телефону. Как будто бы, знаете, раз, два, это как минимум 3 человека, кто либо вам позвонят, может быть, в дверь, позвонят на ваш телефон. Именно близкие. Именно близкие. Почему? Потому что здесь идет как некое переживание у вас, либо то, что у вас в доме происходит. Большая заинтересованность идет со стороны ваших близких людей. То есть это могут быть братья, сестры, родители, например, да, вот именно в вашу сторону. Потому что здесь такое состояние у этих людей, когда действительно о чем-то переживают. Может быть, например, вы, не знаю, не отвечаете на телефон, может быть, вы там больны чем-то, либо действительно вы просто закрылись, не желаете ни с кем поддерживать общение, молчите, может быть, кого-то игнорируете, например, да, и вот здесь будет как бы заинтересованность, где вы пропали, что вы там, как у вас вообще обстоят дела. То есть вот такая ситуация, но здесь с какими-то переживаниями. Следующий момент с минуты на минуту и ближайшие часы. Чего стоит ожидать? Вот какое-то у вас будет волнение, да, волнение, переживание из-за другого человека. Из-за другого человека. Здесь больше, знаете, как вы будете ждать какого-то результата. Больше волнения, переживания идут из-за какого-то результата. Вот. Но это относительно другого человека. Может быть, вы сейчас какие-то важные вопросы решаете, помогаете кому-то в чем-то. Вот здесь почему-то идут ваши переживания. Также смотрите, с минуты на минуту. С минуты на минуту. Идет как будто бы какой-то внезапный гость. Товарищ, как говорится, да? Какая-то персона постучится в вашу дверь. Ну, давайте так, не обязательно это близкий человек, родной, это может быть просто самый обычный курьер с коробкой, с посылкой, с письмом. Либо, например, какой-то сосед, либо соседка, да? Но не с пустыми руками, это явно. Угу. Если вы, например, никого не ждете вообще, может быть, даже вы отправитесь в ближайшие часы к кому-то. Очень много у вас будет эмоций, очень много у вас будет эмоций в ближайшие минуты и часы. Эти эмоции, они больше такие, знаете как, сказать, что прям приятные, я не могу сказать. Эти эмоции, они больше от волнения такие, как от переживания, от волнения. Какие-то у вас эмоциональные качели будут. То хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Возможно, от какой-то неизвестности. Вот здесь такая у меня ситуация. Но из хорошего я могу так сказать, то, что ближайшие часы, ну давайте уже буду с вами откровенно, да, ближайшие часы, либо даже ближайший день, от вас вот это все отойдет. Вот какие-то переживания, беспокойство, ваше состояние, оно как-то стабилизируется, все станет понятно, ясно. И у вас не будет больше эмоций прыгать, то хорошо, то плохо, как качели какие-то, да, все будет спокойно. Вот это я вижу. Так, смотрим дальше, смотрим дальше. Прибыль. Сразу хочу обратить внимание на прибыль. То, что вас ожидает прибыль. Ну, возможно, в ближайшие часы. Уже давайте так, не с минуты на минуту, да, не с минуты на минуту, но в ближайшие часы у кого-то так точно. Потому что здесь... Что я увидела? Увидела образ человека, который на себе тянет какой-то груз. Возможно, вы человек, который постоянно работает. Я уже не говорю, что вы и домом занимаетесь, и детьми, например, если у вас есть дети, да. То есть вы человек, который не сидит, да, не выжидая там у моря погоды, а вы человек, который живет здесь и сейчас, который что-то делает. Вот, вы себя настраиваете, в принципе, знаете, как на позитив, на то, что вы еще чего-то добьетесь, возможно, лучших результатов каких-то на работе, может быть, в своем бизнесе, в карьере. То есть вы молодцы, я здесь ничего не могу сказать. Вам тяжело, но вы никому не жалуетесь. Вот, поэтому в ближайшие часы, скорее всего, за ваши какие-то труды вы получаете какую-то денежку. Вот это четко я вижу. Возможно, вы долго к чему-то шли, может быть, вы давно шли к какому-то росту, какой-то должности, например, то, скорее всего, у некоторых из вас здесь будет повышение. Вам напрямую скажут, что я тебя повышаю. Все. Хочешь ты этого или нет, но я тебя повышаю. Потому что ты этого заслуживаешь.
По событиям прошлого. Вам было от чего-то очень тяжело. Очень тяжело, вы смотрите как в прошлую сторону. Только впечатление, что у вас могли быть какие-то сложности из-за прошлых событий. То есть, знаете, состояние, когда мне тяжело. Либо тяжело вынести что-то, либо тяжело с чем-то справиться в одиночку. Вы как будто бы взвесили на свои плечи какие-то заботы, проблемы. Либо напрямую здесь кто-то постарался, чтобы вам было бы действительно тяжело. Может быть, другой человек вас заставил переживать, плакать. Для вас явно была какая-то ситуация, как некая ноша, состояние жертвенности. Поэтому, если это ваша ситуация, вы это оставите в прошлом. Вам слишком больно вспоминать какие-то события прошлого, недавнего прошлого. Но это скоро от вас уйдет. Ой, замечательно у нас чашечка, посмотрите, прям светлая такая. Так, сейчас фокус наш, фокус. Итак, что здесь у нас? Прямо здесь какая-то борьба. Будет у вас борьба с другим человеком. Но давайте на чистоту. Скорее всего, вам придется побороться за свои интересы, за свою правду. Возможно, именно придется побороться, проявить свой характер, да, не молчать, чтобы, например, вас прижимали бы к стенке, а здесь пора уже как-то проснуться вашему внутреннему зверю, потому что здесь кто-то уже вкрайне обнаглел. Я не могу сказать, какой это человек, кто именно, но этот человек, он может быть старше вас, либо даже по росту выше вас. Этот человек прям как вас подавляет, постоянно подавляет. Когда день в день мы общаемся с такими людьми, мы потом, знаете, как не хотим ни работать, ни жить, как говорится, не есть ничего. Если в вашем окружении есть такой человек, кто вас постоянно подавляет, да, как-то принижает, опускает вас, то здесь вот придется проявить свой характер. Я не знаю, кто это человек, мужчина или женщина, но здесь пора уже себя показать совершенно в другом свете. Вот, поэтому здесь у кого-то из вас действительно будет, ну, очень серьезные какие-то высказывания и с кем-то выяснения. Может быть, отношения, может быть, это какие-то рабочие моменты. Прибыль, опять же, прибыль вас ожидает. Так, что здесь у нас? Угу. Четко вижу, у кого-то будет неожиданная дорога, неожиданная, она не запланированная. Какой-то будет резкий поворот в вашей жизни, да, вот в ближайшие часы. Какая-то внезапная дорога, резко куда-то вы помчитесь, вырветесь в какую-то дорогу. Кому-то, кому-то. Это не так, что по делам каким-то, а конкретно. Либо вас позовут, либо необходимо будет кому-то поехать внезапно. Следующий момент. Два человека. Вы как будто бы будете помогать кому-то. Другому человеку вы будете помогать. Другой человек опечален, грустит, либо очень ослаблен. Будете другому человеку помогать. Как будто бы вы его тащите на себе. Вот в прямом смысле. Я не знаю, что здесь за ситуация, но если в вашем окружении есть какой-то больной человек, может быть, кто-то себя плохо чувствует, то здесь вы будете о ком-то заботиться и максимально давать свою поддержку, помощь этому человеку. Может быть, кто-то, кто с вами вместе проживает, например. Так, вот какая-то у нас здесь сорока прорисовалась. Знаете что? В ближайшие часы вы можете узнать о какой-то сплетне, о каких-то разговорах. Ну, действительно, это уже настолько, как вам сказать, настолько преувеличена какая-то история здесь будет, то, что вы прям захотите, знаете, буду говорить так, послать кого-то куда и подальше. Вот, потому что здесь уже настолько, вот как сорока, кто-то собирает сплетни, много болтают, говорят. Вот, поэтому здесь вы можете о чем-то узнать, и вы можете действительно этого человека послать куда подальше, потому что настолько преувеличена какая-то история, что вы не захотите даже слушать. Вот понимаете как? Так, дальше. Крылья. Интересно, крылья ангела. Это всегда очень хороший знак. Это говорит нам о том, что вы находитесь под крылом ангела. Вы и ваша семья. Потому что у нас здесь в зоне семьи, отношений, дома. Ангел с вами. В любой ситуации, в которой бы вы сейчас не находились, в тяжелой ситуации, болезненной ситуации, вот эти вот нам крылья говорят о том, что все будет хорошо.
Вы не одни. Попросите, если вам действительно сейчас необходима какая-то помощь, подсказка свыше, например, да, вы просто попросите у ангела, да, подскажи мне, направь, дай мне знак, и вы этот знак получите. Здесь обязательно все будет хорошо. Так, у кого-то идет прям, знаете, какая-то усталость от работы, от какой-то работы, которую вы выполняете день в день, но именно то, что вам не нравится. Поэтому кто-то из вас здесь в ближайшие часы захочет пересмотреть, да, свои ценности, пересмотреть ту самую работу, либо даже вы будете в поиске совершенно новой работы. Например, вы будете работать там, где вам сейчас не нравится, но и в то же время будете присматривать для себя что-то другое. Следующий момент. Какую-то новость получите от человека, кто от вас далеко. Если у вас есть родственники, близкие, там, знакомые, друзья, скорее всего, здесь весточку получите как с совершенно другой страны. Может быть, к вам кто-то приедет. Человек один. Либо себя чувствует одиноким на сегодняшний момент, либо действительно человек один. Так, какие-то у вас идут, опять же, переживания из-за ребенка, волнения. Может быть, ребенок приболел, либо плохо себя чувствует, либо вот что-то необходимо вашему ребенку. Вот почему-то идут немножко такие, как волнения. Так, что здесь у нас? Так, у кого-то, смотрите, дом. Очень много сейчас событий будет происходить именно в вашем доме, с вашими близкими, родными людьми, с кем вы вот на сегодняшний момент проживаете. Здесь необходима поддержка, необходимо, знаете, как какое-то спокойствие и необходимо больше заботы и любви. И вот в ближайшие часы, скорее всего, вы будете этим заниматься, заботиться о ком-то, либо будет как повышенное внимание со стороны вас именно кому-то из ваших родных и близких, может быть, даже детям, да. Но здесь необходимо как-то быть ближе к тем, с кем вы проживаете на сегодняшний момент. Я понимаю, что меня смотрят даже те люди, кто один, но здесь, значит, идет акцент: займитесь именно домом, да, освежите, да, я не знаю, пространство, приберитесь, внесите какую-то новизну домой, избавьтесь от каких-то старых вещей, почистите просто каждую комнату, я не знаю, потому что каждые какие-то старые вещи, грязь, накопленный какой-то негатив в нашем доме постоянно у нас забирает энергию нашу. Поэтому освежите просто свое место, и вам станет гораздо-гораздо легче. Вот такая у нас насыщенная получилась сегодня чашечка. Всем желаю счастья, добра и только хороших событий в вашей жизни. Всем пока!